Привет, друзья! Я рада приветствовать вас на канале Карева «Жизнь на Кипре». Сегодня хочу рассказать по многочисленным просьбам про школы на Северном Кипре. В данном видео я расскажу, какие школы есть, какие условия поступления, сколько стоит и мое отношение к школам на Северном Кипре. А в следующих видео обязательно подписывайтесь на наш канал и не пропускайте. Мы будем каждую школу отдельно, подробно описывать, снимать, рассказывать и с русскоязычными преподавателями снимать репортажи. Итак, для начала я хочу рассказать о том, что на Северном Кипре очень много школ государственных и частных. Так как Северный Кипр – это бывшая английская колония, здесь есть английские школы. И преподавание в школах ориентируется на английском языке. Хочу подробно рассказать о том, что есть государственные школы. В этих школах могут учиться как дети, родители которых имеют гражданство Северного Кипра, а также вид на жительство. И также частные школы. Также дети могут учиться у родителей, у которых есть гражданство Северного Кипра, а также вид на жительство. В государственных школах образование ведется на турецком языке. Туда принимают детей с 5 лет и до 17. Образование на турецком, английский до 5 класса вспомогательный, то есть 3-5 раз в неделю. Но уже с 5-6 класса в государственных школах тоже некоторые предметы проводят на английском языке. Но ориентируются, конечно же, в государственных школах на турецкий язык, на турецкую систему образования. Там учатся дети в основном киприоты, турецкие дети учатся, также и русскоязычные, только, наверное, те, кто поступил в эту школу там, с 1, 2, 3 класса. Потому что прийти в турецкую школу, в государственную, кипрскую государственную школу на турецком языке в 6-7 классе, не зная языка, это очень тяжело, это нереальное обучение, и это даже можете не рассматривать. Государственные школы находятся в разных районах Северного Кипра. Их немного, но они есть. Единственное, я знаю, что они очень плотно заполнены, и найти место в такой школе тоже тяжело. В государственной школе обучение обычно бесплатное. Там есть дополнительные услуги по пребыванию ребенка после уроков, на разных кружках, различных спортивных секциях, но это за дополнительную плату. На Северном Кипре большое количество частных школ. Они расположены в различных районах, и сейчас, так как скупают непосредственно недвижимость в районе Искеле, Фомагуста и Кирении, в этих районах каждый год открываются новые школы. Не каждый год, но за последние несколько лет открылось несколько школ, больше и больше, потому что появилось больше детей, больше спрос. Непосредственно хочу рассказать про школы, которые расположены частные в районе Искеле. Это школа Неарист в этом году открылась, и школа Доа. И также частные школы расположены в районе Кирении. Самая известная это школа Эскей, это британская школа. Там преподаватели англоязычные, британские преподаватели. И она называется English School Кирения. Также есть турецкая школа Доа. Там преподаватели киприоты, туркоговорящие люди. И там обучение ведется до 6 класса на турецком языке, а после 6 на английском языке. Известная школа тоже в районе Кирении Неарист. Это тоже турецкая школа частная, тоже по британской программе. И ГАУ, при ГАУ университете, American College.
Это вот такие вот школы частные, которые самые популярные, где учатся ну, вот дети моих знакомых. По каждой школе мы сделаем отдельное видео, мы покажем, где расположены эти школы, территорию, мы поговорим с персоналом русскоговорящим, мы расскажем стоимость обучения, отзывы учащихся. В общем, отдельно по каждой школе мы вам расскажем. Подписывайтесь на наш канал и не пропустите. Сегодня я хочу обобщенно вам рассказать о том, какие школы есть, где и какие условия поступления, как ребенка отправить в школу и сколько она стоит. Для того, чтобы ваш ребенок пошел в школу на Северном Кипре, вам необходимо получить ВНЖ. Как получить ВНЖ? Вы узнаете из следующих наших видео. Единственное, я вам скажу, что его можно получить по покупке недвижимости, либо по большому доходу при аренде недвижимости. Эти моменты мы вам расскажем. Вам нужно для обучения вашего ребенка в школу ВНЖ, потому что он несовершеннолетний, и власти должны понимать, с кем он здесь живет. Они должны гарантированно знать, что ребенок будет ходить в эту школу, что не возникнет никаких проблем с пребыванием на острове у родителей, что они как при открытии ВНЖ покажут финансы свои, что у них есть деньги, есть за что жить, где ребенку жить. То есть это как очень важный такой документ. Смотрите, для того, чтобы устроиться в школу, вы получаете ВНЖ, приходите в школу. Можно до получения ВНЖ прийти в школу, выбрать школу и прийти, найти русскоговорящего там специалиста и сказать: я хочу у вас учиться, я хочу, чтобы мой ребенок у вас учился. Они посмотрят, есть ли у них места, и отправят вас в Министерство образования за документом, который даст разрешение и определит, в каком классе должен учиться данный ребенок, ваш ребенок. Вы с копией аттестата, переведенный на турецкий язык. Все переводы мы делаем у одной очень хорошей девушки Юли, которая официально работает в лицензированном агентстве. Обращайтесь, мы вам напишем ее контакты. Быстро, ответственно, всегда все нам переводит. В общем, вам нужен перевод аттестата, фотография ребенка, нужно вот уже в Министерство образования нужно показать ВНЖ, вы должны принести ВНЖ. И все, и сказать, какую школу вы хотите. Копия паспорта и копия свидетельства о рождении. И все, больше никаких документов не нужно. Вы приезжаете в министерство, отдаете эти документы, этот пакет документов, и целую неделю ждете ответа. Приезжаете через неделю и забираете результат. Вам скажут, в какой класс вы направлены именно в этой школе, в которой вы пожелали учиться. Они также связываются со школой и спрашивают наличие мест в классе и прочее. Вот. И с этими документами вы едете в школу, либо они сами могут передать в школу. Ну и все, ваш ребенок устроен в школу и учится. Смотрите, есть школы разные. Мой ребенок ходит в школу ДО, я расскажу на примере школы ДО, как все это у нас происходило. Мы приехали в школу уже с документами, нас определили в класс определенный, мы отдали эти документы и сделали оплату. Оплату можно производить в турецких лирах, можно по карте, можно наличные. И оплату можно производить частями, либо сразу. Как только вы сразу оплачиваете, вам также дают скидку на обучение. Поэтому, если вы знаете, что вы будете учиться, вы знаете, что если у вас есть деньги, то целесообразно там 10-15% скидка будет за год. Также вы договариваетесь о сервисе, это доставка ребенка от дома до школы. У нас в школе сервис стоит 5000, это $500 вот было, около $500, 500-550. И кажется большая сумма, но если разделить на количество месяцев, на количество дней, то я посчитала, что на доставку моего ребенка туда-обратно и от нас с Санжака ехать до минут 40, так, прилично, да, вот в пробках.
Я поняла, что это мое время, это очень хороший вариант. Я посчитала, что мы тратим $3-4 в день на доставку ребенка в школу. Поэтому это не такая большая сумма, вы считайте. Само обучение вот в нашем классе стоит около $3000. Эта школа у нас в лирах. Я вам сейчас просто перевела в доллары. Вообще обучение в лирах, это турецкая школа, поэтому курс может быть какой угодно, четко сумма зафиксирована, и лира, мы оплачиваем в лирах. В школу туда входит обучение в эту стоимость, питание и там кружки какие-то у них есть в школе. Далее, отдельно мы сервис оплатили, тоже частями сервис оплачиваем. Мы общую сумму оплат, которую нужно сделать, вот за обучение годовое сложили сервисами, разделили, мы попросили на 6 месяцев. В общем, ребенок наш учится. Его приезжают, забирают в 7 утра, в 6:40 автобус, и у них 8 учеба. Дальше, когда ребенка взяли в школу, у них в школе есть своя форма, и нужно прийти в магазин и купить эту форму. В некоторых учебных заведениях форму выдают бесплатно, у нас нет. Мы пришли и купили форму, она недорогая, скажу сразу, там брюки будут стоить в районе $20, футболка будет стоить в районе $10, то есть вы там на $100 можете купить ребенку комплект одежды. Чуть больше, там, если байки какие-то теплые, то может чуть больше. Вот. И также вы приезжаете в магазин и покупаете в магазине учебники. Вам дают список, вы приезжаете в Денис Плазу, обычно готовые пакеты, мы как-то видео снимали, и вам отдают эти учебники, уже подготовленные с канцтоварами со всеми, для каждого класса свои. Очень удобно. Некоторые школы учебники выдают бесплатно. Я знаю, вот форму и учебники в Неаристе выдают бесплатно. Это входит в стоимость. По другим школам скажу так. Самая дорогая школа и самая вот здесь престижная, все хотят попасть в нее, у кого есть деньги. И там учителя британцы, и школа очень хорошо себя зарекомендовала. Поступают школьники, ученики поступают в хорошие университеты европейские. Эта школа, она от 5000 фунтов до 9. То есть классы, которые более начальные, там 4-5 тысяч оплачивают, классы, начиная где-то с 6, 7 и до 9 тысяч фунтов в год стоит обучение. Вторая по престижности и по стоимости школа Ниджат British College. Находится в Алсанжаке, недалеко от нашего дома. Обучение проходит по британской системе на английском языке, и учителя британские. Эта школа очень хорошо себя также зарекомендовала, и обучение в ней стоит 4000 фунтов. Где-то вот около 4000 фунтов. Там тоже зависит от класса, но вот средняя цена, там, по-моему, до 5000 фунтов максимум. Вот. Также вот хочу заметить и отметить, что в этих двух школах, Иске и Ниджат British College, обучение происходит с 1 класса на английском языке британскими учителями. Там турецкий язык, по-моему, есть там буквально 1-2 предмета, они обязательные везде. История Кипра, по-моему, вот на турецком языке. Все остальное только на английском языке. Более дешевые школы, это, они в 2 раза дешевле, чем вот эти SK British College. Это Доа, Неарист и Гао. Обучение стоит в районе где-то 2-3 тысяч фунтов. Обучение до 6 класса на турецком языке, заявлено до 5, по факту до 6 класса на турецком языке, и уже с 7 класса на английском языке. Школы хорошие, они тоже учатся по британской программе. У нас учебники все написано только Оксфорд и Кембридж на всех учебниках.
То есть там тоже такая система, они тоже вот аттестованы учебными заведениями Британии. В Эскиле есть до и неарест. Хочу заметить, что в этом году нашим знакомым в неаресте ребенку не было места, и целую неделю ждали, пока освободится. Кто-то отказался, возможно. То есть, может быть, такой школ немного, имеется в виду. И район Эскиле очень такой, много русскоговорящих, много переезжих как раз-таки в те районы также. Ну, как и в Кирению, ну, туда такими прям толпами едут. Вы знаете, что там могут быть проблемы со школами, именно с местами. И есть вероятность, что в Кирении вы найдете школу больше, чем в Эскиле, просто вот, ну, частную. Просто вот говорю, как есть, из опыта, потому что я вам сейчас назвала вот эти школы такие самые популярные, но там есть и другие школы в Кирении. Также есть русскоговорящая частная школа «Русская гармония». Там учится Златина подруга, очень довольна. Там образование, по-моему, обучение стоит где-то $150. Они по российской программе учатся. Ну, в Гирне, прям в Кирении находятся. То есть вот вариантов больше по учебе непосредственно в Кирении. При каждой частной школе есть различные кружки, у них там есть урок активити, где дети выбирают себе по их духу, по интересам различные там, ну, кружки, там, рисование, у них там актерское мастерство, танцы, что-то там связано со спортом. В общем, там огромное количество, в каждой школе свои предметы такие вот эти развлекательные, и шахматы. В общем, это интересно. Вот, в общем, хочу поговорить про учебу. Я так плавно перехожу. Вот я вам рассказала, как поступить, сколько стоит. И еще хочу сказать, что обучение здесь учится 12-13 лет. И по самому обучению я скажу так, что оно отстает по российской программе на 1 класс точно. То есть, если вы если приехали, то вашего ребенка, если он должен идти, например, в 6 класс, то его возьмут в 6 класс, потому что вы только приехали, он же не знает языка, они считают, что он тут не знает языка, а человек, который на год раньше учился, знает. И его возьмут, поэтому вы знаете, что он будет отставать. И у них программа, ну, на класс точно, а может быть и на 2 класса, она все-таки отстает от российской программы. Вообще хочу подойти вот плавно к самому обучению. Я немножко остыла, и уже прошло время, но я на прошлой неделе очень ругалась и говорила своему мужу, что мы уедем. Потому что я до сих пор не могу привыкнуть вот к этой американской системе, европейской, американской. Я не знаю, как она называется, но это такая система, которая очень отличается от российской. Родители, дети, которых учатся здесь, они это знают, они это принимают, многие не принимают, но им нет выхода другого, что есть, то есть. Но я скажу так, что образование отстает по годам и вообще вот вообще по уровню образования, по наличию предметов, которые они проходят, отстает. Потому что у них, например, у нас уже в 7 классе есть физика, у нас, например, есть у них есть такой предмет, как биология, география, у них есть география, но она тоже как-то так по программе, все-таки мы смотрим 2 программы, отстает. Есть такая у них такой предмет, как science, это как биология наша, да, анатомия, биология, и еще там как окружающий мир, что ли. И я скажу, что мы вот учим биологию по программе русской, и мы учим там тоже по-другому все. Но я не могу сказать, что там остается, там просто по-другому. Но предметы математика, они, конечно же, очень отстают. Если мы сейчас проходим умножение, деление, десятичные дроби, проценты, задачи решаем такие серьезные, то там по уровню и по вот сложности, как у нас было там 4-5 класс, там, сравнить какие-то цифры, какое-то уравнение элементарно. То есть я вижу по математике, что отстают.
они, ну, они как-то корень начали проходить, потом закончили, а мы это в 8 классе только проходим корень. Но мы вот если берем какую-то вот в России, ну, вот по российской системе, Беларуси также, берем какую-то вот какую-то тему, и мы ее углубленно проходим. То есть здесь вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и как-то вот они вот как-то, ну, совершенно не так, как у нас. То есть математика другая, и, как я считаю, что намного слабее, таких задач нету, как у нас. Дальше. Химия у нас есть в 8 классе, физика здесь нет. Здесь идут это в старших классах, начиная с 9 или с 10. Там буквально вот пару лет у них. В общем, у них по предметам намного все по-другому. И как вот я считаю, я вижу это, что дети более расслаблены, ведь они до 5 часов в школе, да, у них 4 учеба заканчивается, у них там по 10 предметов, но из них там у них по часу, у них то обеды, то перемены, и да, они приходят, в принципе, сытые, довольные, не сильно уставшие, и уроки так, ну вот, я не знаю, может где-то и задают прям уроки, но там какой-то урок зададут, у меня ребенок делает его за 3 минуты, или там в автобусе, говорит, я сделала. То есть особо и не задают. И по предметам что? Смотрите, турецкий, вот турецкий язык, она турецкий не знает. Мы ходим к репетитору, но все равно она не знает так турецкий. Когда они там быстро-быстро говорят, ведь учитель турецкоговорящий, он не русскоговорящий. Как выучить человеку турецкий язык, если она не знает, как переводится это слово, которое произнесла учительница? Она же не русскоговорящая. И то есть турецкий у нас, ну, не получается. Дальше. История Кипра на турецком. То же самое. И еще один предмет на турецком. То же самое. То есть 3 предмета можно отнять, понимаете? Убрать их можно сразу. Дальше. Математика остается, science, информатика. И остается у нас, ну, география. И все. То есть вот это предметы, а те, которые часто, они, кстати, те предметы, которые я вычеркнула, они часто повторяющиеся. То есть поэтому, и английский еще остается, еще там иностранный язык любой на выбор. То есть, по сути, все равно у них нету обычной истории. У них нет, тут, как у нас в Беларуси, история Беларуси, белорусский язык, белорусская литература, русский язык, русская литература. То есть есть прям, ну, такие много серьезных еще предметов, штук 5-6, которых здесь нету. Понимаете? И получается, что ребенок, нету биологии вот этой, ну там, говорю, там есть science, он как-то все вместе они там изучают. То есть я к тому говорю, что многие предметы здесь не изучаются, и здесь все по-другому. И какой будет результат, я не знаю. Поэтому мы учимся сейчас пока по 2 программам, смотрим. Ребенка, конечно, нужно здесь, знаете, когда человек пришел со школы, да, и он делает уроки, во-первых, это он работает, это его дисциплина, это его режим. И он знает, что он должен сделать уроки, он как бы подытоживает, ведь он это, ну, что он услышал там в классе на уроке, он должен сделать уроки, мама поругает, если не сделаешь, и учительница, в принципе, тоже там плохую оценку поставит и поругает, и там перед сверстниками стыдно. А здесь особо таких домашних заданий нету, и получается, что ни перед кем не стыдно, все нормально, и ребенок начинает так расслабленно жить. И все равно, а когда ты расслабленно живешь, когда ты так вот у тебя мозг не работает, когда ты учишься, ты приходишь со школы, ты учишь, там стихи учишь, у тебя мозг работает, то происходит в какой-то степени такая вот расслабон, какая-то деградация где-то в какой-то степени. И меня это вот на самом деле настораживает. Я знаю, что на таком расслабоне в Европе учатся люди, в Америке. Я не знаю, я не берусь никого судить, какие там в будущем они специалисты, но я скажу, что я считаю, что русское обучение самое лучшее. И если человек в русской школе хорошо учится, он будет везде учиться, во всем мире хорошо. У нас только вот этот минус, что у нас с языком всегда была проблема. Сейчас уже родители к репетиторам детей водят, сейчас уже дети нормально знают язык. Злата моя знает язык, она не хуже других в классе знает, а даже, она говорит, что даже как входит в 3 лучших, кто знает язык. Турецкие дети к 7 классу не особо знают, родители им там репетиторов особо не нанимают, но они знают, потому что они еще вот в русскоязычной среде, тут же в английскоязычной среде, англоязычной, потому что Кипр же колония английская, и здесь разговаривают все равно везде на английском, и дети вот это запоминают все-таки, то есть они говорят, но где-то вот писать не очень они на английском умеют, что-то вот тоже какой-то вот, ну,
Ну, есть у них пробелы, то есть многие не знают, дети к 7 классу тоже еще и английский язык, поэтому у них в школе она говорит, то английским скажут словом, этим детям скажут на турецком, ну, в общем, по-разному. По образованию мое отношение еще пока не до конца такое понятное, да, какой-то я не до конца могу, я говорю свою точку зрения на сегодняшний день, что я пока не поняла образование тут, и поэтому у меня такой режим наблюдения, мы учимся по 2 системам, по книжкам белорусским и по, вот здесь Злата учится. Что будет дальше, я не могу сказать, и хвалить, расхваливать я тоже не буду, ну и как бы бронить тоже не буду. Я просто говорю плюсы и минусы, такие, которые я сейчас увидела, и мы сейчас наблюдаем. Вот. Сегодня я хотела вам рассказать, какие школы есть на Северном Кипре, где они расположены, какой школе какие там плюсы-минусы, и рассказала, сколько стоит обучение и какие документы надо для поступления. Выразила свое мнение по поводу образования. И я думаю, что вам было это видео полезно, поэтому пишите вопросы, ставьте лайки, также подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, и тогда вы будете в курсе выхода последних наших видео. По каждой школе мы составим отдельно видео, и вы сможете познакомиться и со самой школой, и с условиями, и узнать побольше информации. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до новых встреч, пока-пока!